Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Денис Неведомский, адвокат и политик на связи. Денис, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Добрый день, друзья. Начать наш разговор я предлагаю с очень тревожной обстановки и какого-то парадоксального, неимоверного посыла, который дает нам власть, спикеры от власти, военные, люди, которые там комментируют последние удары по стране. Речь идет о Киеве прежде всего и, конечно, Кривом Роге, куда там раза 4 стреляли, и причем, собственно, вопросов к ПВО не возникает, потому что, смотрите, мы все сбиваем. Зеленский же вместе с разного рода спикерами от войны говорит нам, что появился некий новый фиолетовый луч. Это дроны-перехватчики. И, мол, все будет нормально, сейчас месяц-два адаптируемся и будем сбивать опять шахеды, как говорится, под корешок. Но вопрос в том, что шахеды уже не шахеды, а герани, да, и там очень много новых примочек, и о них рассказывают в том числе другие украинские военные, что где-то ставится ретранслятор в Киеве, Киевской области, они все наблюдают в живом времени. В общем, шаг за шагом идет развитие. Кажется, что мы где-то отстаем, и это вот прям видно. Почему вот эти удары и технологическое превосходство, даже в компоненте вот этого малого или не очень малого, потому что шахеды летят высоко неба, не приводят к тому, что Зеленский, ну, скажем так, не идет на уступки ни по Стамбулу, ни по каким другим параметрам? Как говорится, я не военный эксперт, как в том старом анекдоте, но посмотреть могу. Мы уже обсуждали с вами, что это один из, в принципе, признаков кризиса, когда власть начинает цепляться за каждую новую идею, как за новое вундерваффе, да? Ничего, скажем, такого экстраординарного в этом нет, и весь вопрос, опять же, в количестве. То есть это оружие обороны, а не нападение, которое может внести какой-то перелом. В последнее время мы наблюдаем возрастание количества шахедов, атакующих Украину, и также их разнообразие и улучшение характеристик. То есть это уже действительно модернизированные, апгрейдированные механизмы, которые и добавилось и антирэп, и добавилась навигация, и добавилась высота полета. То есть и я не удивлюсь, если в ближайшее время появится, а может быть она уже и существует, просто не применялась ранее, технология ухода от перехватчика. То есть во всем мире, ну, что такое гонка вооружений? Это улучшение. Это улучшение как обороны, так и нападения. И повторюсь, даже если эти перехватчики будут эффективными, то количество, которое на сегодняшний момент запускается, а прогнозируется увеличение в 2 раза в ближайшее время, все равно мы отстаем в этом плане. Украина не сможет сбивать нужное количество. То есть, если мы поначалу они с автоматов сбивали, сейчас это высотный потолок, которое не стрелковое оружие, там, и, скажем, зенитки обычные с большим трудом сбивают. То есть надо задействовать F-16. То есть очень такие трудоемкие, финансово емкие механизмы. Поэтому, ну, как бы к очередной вундерваффе я бы не стал относиться серьезно. Тенденция, которая наблюдается на фронте, она однозначна. И поэтому власти пытаются за счет каких-то вымышленных побед сформировать у общества хоть какое-то антикризисное настроение. Денис, но тут же очень такой важный политический вопрос. Нам говорят, все будет хорошо. Вот смотрите, скоро будет 1000 дронов за раз, ну или там 1000 целей за раз. Ну все нормально. Как бы люди посмотрят, да, действительно, в определенную ночь запустят 1000 дронов. О, значит, все так, как власть и говорила, значит, можно доверять этой власти. Но никто почему-то не задумывается о критическом уроне, который наносится. Его просто не показывают. Показывают, конечно, изрядно там страдания людей, разбитые многоэтажки, или там какие-то пятиэтажки, или еще какие-то пострадавшие гражданские объекты, новую почту и так далее. Но конкретно эти же дроны летят и достигают каких-то целей. Дым в Киеве не даст соврать.
Почему не получается условно массированными ударами у российской стороны, ну, так сказать, сделать так, чтобы общество подняло голову и обратилось непосредственно к власти, сказать: хорош, хватит, давай договаривайся. У общества и у власти диаметрально противоположные задачи. Общество задача выжить на сегодняшний момент, скажем, даже не общество, а у людей, потому что оно не консолидировано, оно не имеет лидеров, оно не имеет четкого целеполагания, не имеет общности. А у власти позиция понятна, им нужно как можно дольше продержаться в той парадигме, которая есть. Их устраивает ситуация, которая есть. Они будут цепляться за власть до последнего. С нанесения ударов Россией не ставит собой задачу во что бы то ни стало людей привести в состояние там, аффекта для того, чтобы они там побежали о чем-то говорить с властью. В сегодняшний момент таким путем это недостижимо. Они преследуют четко свои тактические задачи по уничтожению ресурса, по уничтожению военных целей. И поэтому это не взаимосвязанные процессы. Я слышал от некоторых украинских экспертов о том, что вот их задача, чтобы общество возмутилось, а мы, наоборот, его возьмем и консолидируем на этом треке. Это все не так, задача совершенно другая. Если идти немножко дальше, то можно прийти к выводу, что и Россия на сегодняшний момент, та ситуация, которая складывается, она выгодно достигает своих задач, которые поставила. Задачи эти, прежде всего, достижение тех целей, которые они задекларировали, и достижение более глубоких целей, направленные на послевоенное устройство. Вкратце скажу. Денис, сегодня вот по поводу послевоенного устройства такая новость, как бы вроде как все знали, да, но как всегда неожиданность. BlackRock заморозила фонд восстановления Украины, об этом сообщает Bloomberg. Еще в январе компания свернула переговоры с инвесторами и, ну, по причине победы Трампа на выборах и, давайте так откровенно или так мягко, но откровенно, туманного будущего Украины. Значит, США вообще не планировали быть в этом фонде. Деньги должны были дать для старта Германия, Италия и Польша. Франция сейчас пытается спасти этот проект. Почему об этом заговорили именно сейчас? Потому что 10-11 июля в Риме должны были, ну, скажем так, съезжаться и решать этот вопрос. Но сигнал достаточно тревожный. Первое, ввиду того, что, ну, значит, даже BlackRock, условно там в кавычках их называют как бы хозяевами Украины, потому что этот фонд так достаточно серьезно проник в глубину активов украинских, не видит, или там, знаете, в зоне неопределенности, не видит окончания войны, поэтому о каком восстановлении может идти речь. Второй момент, это получается из активов украинских у BlackRock сейчас в портфеле пассив. И, соответственно, это вот очень интересные, скажем так, моменты. То есть вообще непонятно, 10-11 июля будет что или нет. И если тема восстановления сворачивается в публичном пространстве, ну то простите, значит, дальше война. О чем это нам говорит? И вот если даже такие зубры, мастодонты, монстры, страшные и ужасные блэк-роковцы меньжуются, что это значит? BlackRock это прежде всего это экономические стервятники. И создание ими фонда свидетельствовало о том, что они хотели и далее использовать Украину как свой финансовый кошелек, свою финансовую площадку. Но таким образом развивается ситуация, что они прекрасно увидели, что им там уже ничего не светит. По большому счету экономические ресурсы, если не уничтожаются, то они переходят под другой контроль. А это глобалистическая организация, это транснационалы, которые не подчиняются правительствам и не пытаются их контролировать. Ну, вы же, наверное, в курсе, что тот же Мерц, он раньше возглавлял немецкий филиал BlackRock. И учитывая то, что война прежде всего имеет экономические цели,
Во всяком случае, со стороны стран Запада, и учитывая, что глобалисты в этой войне проигрывают, то, соответственно, и перспективы BlackRock на поле боя в Украине, они, скажем, мягко туманны. Еще в начале войны я говорил о том, что в поле боя не вкладываются ресурсы финансовые. Там не может быть финансового роста. Там может быть продажа бетона, железобетонных конструкций, оружия. То есть в поле боя не вкладываются ресурсы, направленные на развитие. Туда можно вкладывать только бетон. Фактически, и какие инвесторы могут прийти на поле боя? Кто в своем здравом уме будет вкладываться в поле боя? То есть инвесторы, естественно, сюда не придут. Сюда могли прийти вот, действительно стервятники, такие как BlackRock, для того, чтобы максимально, как консервную банку, вскрыть страну, выбрать из нее все ресурсы и потом выбросить. Но поскольку, скажем, задачу они выполнили только частично, началась полномасштабная война, и дальше они уже могут здесь только потерять. А вытащить отсюда они уже ничего не могут. Поэтому, естественно, нет никакой здесь эмпатии, здесь никаких эмоций, здесь четкий расчет. Они приходили сюда с четким расчетом, они уходят отсюда с четким расчетом. Ну, то есть BlackRock уходит? BlackRock уходит, потому что здесь нет условий для того бизнеса, к которому привык BlackRock. А это интеграция своих собственных агентов в общество и власть, после чего выкачивание ресурсов. Ну, то есть, смотрите, если так посмотреть на 2 шага вперед и о послевоенной Украине подумать или задуматься, постараться подумать, все-таки есть еще какие-то надежды и шансы, что, несмотря на все заявления, там, 2 миллиона снарядов от Урсулы фон дер Ляйен, правда, Петр Павел со своим миллионом чешским не может разобраться до сих пор, выходит, говорит, ой, там, сложности, проблемы, но тем не менее, то мы понимаем, что как бы все закончится, дай бог, да, на каких-то рубежах, а потом Украину ждут долги, разруха и катастрофа экономическая. Ну, мы же говорим об инвестициях, да, знаете, есть точки роста, есть точки затрат. Вот 2 миллиона снарядов – это же не точка роста, это точка затрат. А инвестор – это о точках роста. Я же говорил, что на сегодняшний момент в Украине абсолютно ни в одной отрасли нету точек роста. Зарабатывают только те, кто находится на потоках. И раньше это еще было распределение гуманитарки, когда она шла в промышленных масштабах. А на сегодняшний момент зарабатывают уже только на, скажем, на убытках. И поэтому то, что там фон дер Ляйен там вольет еще какое-то снаряды, это не про прибыль. Снаряды – это убытки, это расходная часть. Поэтому перспектив для BlackRock, который хотел что-то еще отсюда вытащить, что-то заработать, нет никаких. И 2 миллиона снарядов этому никак не помогут. Даже если они теоретически будут. Какие-то странные контакты произошли на этой неделе. В чем странность? Ну, там все обсуждают, что Трамп разочарован разговором с Путиным и достаточно хорошо отзывается о разговоре с Зеленским. Вроде как подумывает. Ну, тоже там сейчас вот переводят, пытаются даже дословно переводить. Ну, знаете, это, конечно, жах, если честно. Ужас просто, кошмар. То есть абсолютно можно Трампа понять двояко. С одной стороны, да, вот вроде как он поддержит Украину и будет ее поддерживать. С другой стороны, конкретики ноль. И Зеленский пересказывает разговор, ну, то есть все так, как есть. Это в лучшем случае. Как вы оцениваете созвон Трампа, Путина, Трампа, Зеленского? Между ними еще и Мелани с Макроном созвонились с Трампом. И все обсуждали Украину. Это сворачивание всей истории. Смотрите, Александр, вот после этих новостей обратил внимание, что люди, даже обладающие неким аналитическим даром, они немножко поддались этим вот игре форм. Мы уже с вами определились, что для того, чтобы понять политику сегодняшней американской администрации Трампа, мы смотрим не на слова, а на действия. И что мы видим по действиям? По действиям мы видим приостановление помощи. По действиям мы видим снятие санкций с 8 российских банков,
которые связаны с газотранспортной системой, в частности. И мы видим, что разблокировано строительство венгерского ядерного реактора, который тоже завязан на РФ. То есть все действия Трампа свидетельствуют о том, что он продолжает выполнять договоренности с Москвой. Что касается его высказываний, у Трамп находится скажем так, в трех практически не пересекающихся контекстах. Это внутренний американский контекст, там на него оказывают давление, и там он должен быть красавчиком, он там должен быть человеком, который делает Америку великой. И если где-то у него не получается, то, соответственно, в этом моменте нужно доработать. То есть электорат должен получить победы. Есть международный трек, где Трамп папочка, если вы помните, да, Ансек Рютте назвал его. И все участники, скажем, этих волшебных перегонов, они ему подыгрывают. Подыгрывает Путин, подыгрывает Рютте, подыгрывает Макрон. То есть практически, можно перечислить все, Мелани, то есть практически все участники этих перегонов, они ему подыгрывают. И эта история его вполне устраивает. Опять, что касается момента по высказываниям Трампа. Здесь мне понравилось, здесь не понравилось, мы вернемся, ой-ой-ой. Трамп зарекомендовал себя как человек, который... Надо смотреть на его действия, а не на его слова. Что произошло во время 12-дневной войны Израиля с Ираном. О чем говорил Трамп накануне удара по Фордо. Он сказал, 2 недели, никаких бомбардировок, никаких участия Америки в военных действиях. Мы даем шанс дипломатии. И ночью полетели бомбардировщики. На сегодняшний момент мировой порядок, повестка мирового порядка уже сформирована. Мировой порядок новый формируется всегда победившими элитами. Вот на сегодняшний момент победившие элиты сформировали новый миропорядок и движутся к нему. Я бы здесь больше обратил внимание не на высказывание Трампа. Потому что мы с вами обсудили, что его слова не всегда соответствуют действительности, но его действия всегда соответствуют тому, о чем он договорился кулуарно. Я бы обратил внимание на высказывание Китая. Если вы обратили внимание, Китай впервые за очень долгое время высказался однозначно и конкретно. Я напомню его фразу представителя МИД КНР о том, что мы не можем допустить поражения России на поле боя, и мы ее не допустим. И будем всеми имеющимися у нас возможностями не допускать такого сценария. Вот у вас лично это не вызвало ощущение дежавю? Где-то эти слова мы уже слышали? Конечно, в отношении Украины. Совершенно верно. От кого? От Байдена, от Блинкена. Байдена уже нет. Байдена нет. Кто эти слова говорил в последнее время? Европа, правильно? Европа и чуть-чуть Келлог месяца 2 назад, 3. Да. Американцев оставляем за скобками. Прозвучало это от Европы. Мы не можем допустить поражения, причем от разных представителей, но в принципе в унисон. Мы не можем допустить поражения Украины на поле боя, потому что если Украина проиграет на поле боя, завтра Путин займется нами. И представитель КНР отзеркалил буквально дословно эти выражения, что мы не можем допустить поражения России на поле боя, потому что завтра Вашингтон займется нами. Для чего это сделано? Для того, чтобы уменьшить давление на США, на сегодняшнюю американскую администрацию. Не на Россию, то есть косвенно, да, конечно, и, скажем, это, конечно, слова поддержки России, но, в принципе, это стабилизация давления, которое происходит сейчас на Трампа. Как внутреннего давления со стороны Демократической партии, так и со стороны Европы, которая там сплотилась. И вот давайте мы ждем от Трампа мощных шагов. Мы вот должны помочь Украине победить на поле боя. Китай сказал о том, что, ребята,
Мы со своей стороны не допустим поражения России на поле боя. Что бы вы там ни делали, у нас ресурса больше, банально больше. Как человеческого ресурса, так военного ресурса, так и, соответственно, экономического ресурса. Европа-то вообще в стагнации находится экономической, в то время как Китай растет. И мы наблюдаем, что на сегодняшний момент соблюдаются достигнутые договоренности. Говоря одно для разных потребителей, Трамп продолжает их выполнять неукоснительно. Даже если взять частные моменты, понимая общий контекст, мы видим, что даже речь идет не о тех поставках, которые в будущем, а те, которые уже согласованы, они в Польше находились. По большому счету, они не решат проблему капитально. И наличие ракет Патриот, да, это, скажем так, повышение шанса сбития баллистики, но ставка в войне уже делается не на баллистику, а на малые, скажем так, архитектурные формы, на беспилотники камикадзе, которые дешевы, в принципе, в производстве, и они эффективны. За счет того, что там создаются РАИ, и эти РАИ, они могут атаковать любую цель, и эффективность их гораздо больше, чем одной среднестатистической баллистической ракеты. Поэтому мы наблюдаем выполнение договоренностей. Политики, по большому счету, выполняют свою роль, отыгрывая этот процесс для определенного внутреннего электората. Но, я повторюсь, мировой порядок на словах сформирован, одобрен элитами, а политики выполняют роль ее легитимизации перед населением. Ну, вообще, конечно, очень интересный этот эпизод с Китаем, тем более, что и с Европой вроде как, да, ну, налаживаются отношения, и на самом деле тут в этом всем треугольнике и Европа питает надежды на Китай. Параллельно с этим на международном треке Трампа, там же 9 июля, да, то есть час Че, а после 9 июля будут отправлять вот эти письма счастья в разные страны, ну, по поводу пошлин. Большой красивый билл подписан в Америке. И ну, это как раз-таки еще раз подчеркивает то, о чем вы сказали, что мировой порядок, в том числе и в экономической сфере, это тоже вещь уже согласована. Дальше просто мы, ну, какие-то шестеренки может заклинить и вылететь из этого механизма, но он закрутится. Ну, я имею в виду там шестеренка, например, ФРС, да, Пауэлла, какими словами только не поливает Трамп его. А мы где в этом новом мировом порядке? Экономически? Ну и давайте так, военно-политически. Если вы говорите об Украине, да, то нигде, потому что нет субъектности. Ты можешь рассчитывать на место за, скажем, обеденным столом, лучшее или худшее, в том случае, если ты имеешь возможность формировать собственную повестку и ты имеешь возможности продвигать собственную линию. В том случае, когда ты находишься в полной зависимости от других участников, естественно, тебе место за столом не выделят, ты будешь кушать на коврике соответствующую еду не за столом. Поэтому я думаю, что в ходе достигнутых договоренностей уже распределены, скажем, роли несубъектных государств, такие как на сегодняшний день является Украина. Я думаю, что вполне возможно, что рассматривается вопрос дальнейшей продолжения войны с целью дальнейшей захвата территорий. И более того, по моему мнению, Россия не собирается сейчас в ближайшее время заканчивать войну, потому что в этом случае ей придется иметь дело с той государственностью, которая стала для них причиной войны. То есть для них важно изменение проектности. И они в этой ситуации не торопятся. Кто этому сценарию мог реально, скажем, его затянуть до невозможности, мешать, это были Соединенные Штаты. На сегодняшний момент Соединенные Штаты рассматривают Москву как партнера. Надежного, ненадежного, то есть с какими перспективами, это уже вопрос второй. Но, тем не менее, больше рассматривают как, прежде всего, экономического партнера. Не геополитического, а экономического партнера.
Поэтому договариваться между собой могут те страны, которые являются субъектами. И я думаю, что Украина стала предметом переговоров между Соединенными Штатами и Россией, находясь под брюшье России. Естественно, для России этот момент болезненный с точки зрения геополитики, с точки зрения сакральности. Поэтому никаких бы переговоров не состоялось, и никаких бы договоренностей не было, если бы Москва и Вашингтон не договорились по поводу судьбы Украины. Поскольку договоренности, как мы знаем, достигнуты, они выполняются. И одни из самых основных сейчас, самых продвинутых переговоров, которые идут, это переговоры по Северным потокам и по газотранспортной системе Украины. То есть в том случае, если бы страны не договорились, и это было бы предметом войны, естественно, бы никаких переговоров, никаких договоренностей не было. Если вы обратили внимание, по-моему, Axios или Politico тоже опубликовала новость о том, что очень многие западные производители, бизнесмены актуализировали повестку снятия санкций для возвращения на российский рынок. То есть, опять же, наверняка бизнес очень чувствительный, скажем, эксперт, и он зачастую, несмотря на пропаганду, несмотря на СМИ, умеет четко выстраивать перспективу, понимать перспективу, анализировать. Вот. И поскольку такая тенденция становится массовой, то, соответственно, есть и инсайды, есть и понимание того, что завершение этого процесса позитивно, только вопрос времени. Если мы попытаемся измерить это все, ну, скажем так, геополитическое пространство на внутриполитических шагах. Как-то странно. Есть такая Дарья Колынюк, которая антикоррупционной деятельностью занимается. Ну, понятно, да, то есть фонды, гранты и так далее. Но сегодня она выдала как откровение то, о чем знали и раньше, что семья министра обороны Умерова находится в Америке, живет на берегу Атлантики, в общем, нормально себя чувствует, у них там большой дом, галерея даже есть в этом доме. Ну, это все показано, рассказано. Причем, знаете, вот уже как-то даже оскомину набивает, но, наверное, тоже это сигнал для чего-то, о чем-то, да, какой-то сигнал. Напоминает что-то типа вот этих расследований ФБК, там, да, там, кто где живет, какой образ жизни и так далее. Но вопрос-то в другом заключается. Ладно, там это просто какие-то политики в условиях мирного времени. Сейчас идет война, она ожесточается, фронт проседает, причем капитально. Есть новые точки входа Российской Федерации по границе, там, где их не было, да, до этого, по границе с Украиной. А министр обороны Умеров подвергается, еще и глава делегации переговорной группы в Стамбуле, подвергается вот таким разборам своей и личной, и в том числе такой жизни, да, семейной. И возникает сразу главный вопрос: погодите, так, а как так получается? Да? Прошлого министра обороны Резникова, к нему пришли, нашли какой-то левый телефон и документы, набушники. Сейчас мы видим, атакован как бы секрет Полишинеля, но тем не менее, сам факт атаки присутствует, действующий министр обороны Украины. Такое ощущение, что это как бы вот что-то задумано, есть и ложится в общий сценарий. Так а в чем он заключается и как накладывается на сказанное вами выше по поводу уже достигнутых договоренностей и просто реализации их в жизни? Что касается личности Умерова, то это, скажем, крысиные бега эти вокруг него, они не сегодня начались. Они начались буквально через месяц после того, как его назначили. То есть это была кандидатура, которая полностью устраивала глобалистов соросят. И с ними была согласована. Человек полностью подпадает по всем критериям. Дети в США с женой, сам татарин из национального меньшинства, лояльного Украине, то есть полностью подпадает под соросятское определение, разве что не гей, насколько я знаю. А так полностью подпадал под все критерии. После того, как он назначился, человек, очевидно, перепрыгнул полностью под офис президента, чем нарушил, видимо, свои обязательства перед своими идеологическими собратьями. И после этого, естественно, его начали мочить.
Вопрос не идеологический, тут нет никакой идеологии, это чисто распределение финансов, распределение потоков, то, на что рассчитывали грантососы, и их в этой ситуации кинули, поэтому такое возбуждение. По Резникову вопрос не по тому, почему за ним пришли, а почему так поздно. То есть, да, все понимали уже эту ситуацию и с яйцами по 17 гривен. И это, скажем, только такая самая-самая верхушка айсберга. А на самом деле, как бы, очень много скандалов возникало с поставками как дорогостоящих вооружений, так и экипировки, продуктов, то есть военной техники. И этот вопрос давным-давно в нормальном государстве бы всплыл, бы уже расследовался. Но пришли только сейчас. Да, возможно, это тенденция в том, что НАБУ, которая не может быть полностью подконтрольна УП, поскольку этот орган создавался специальными предохранителями, чтобы все-таки кнопка «вкл» и «выкл» находилась не в Украине, а в Вашингтоне. И поэтому такое влияние, такой апсет происходит. То есть в отношении бывших главных военных должностных лиц Украины. Безусловно, НАБУ создавалась демократами, но ситуация меняется. И многие структуры, которые раньше покровительствовали ЦРСятам, они уже как бы и не находятся у власти, уже не имеют тех самых возможностей, которые имеют. Возможно, там рычаги влияния уже находятся совсем у других людей, которые, используя ресурсы, знаете, кинжал же, вспомните, как Абдулла говорил, кинжал хорош для того, у кого он есть, и горе тому, у кого он не окажется в нужное время. Вот. В этой ситуации этот кинжал вполне возможно оказался уже в руках республиканцев, и они начинают раскачивать эти процессы изнутри. Поэтому и подтверждает тезис о том, что надо смотреть не на слова, а на действия. И это раскачивание, скажем так, изнутри государственного аппарата, контролируемого властью Украины. Ну, раскачивание плюс еще такое эмоциональное. Мы начинали с вами с шахедов, гераний, да, то есть с дронов. Там же активистка Калинюк что говорит? Что, собственно, наверное, такие мысли приходят, ну, в контексте провала борьбы с дронами. Наверное, такие мысли не приходят в голову жене Умерова, и он спокоен за своих детей, ведь шахеды над Флоридой у побережья Атлантического океана не летают. Я зацитировал ее, скажем так, сказанное. То есть это конкретно расшатывание именно внутриполитической ситуации, и все же говорят, что будет большая замена. И Умерова поменяют, и Сырского, и Шмыгаля, и, в общем, готовятся какие-то пертурбации. Денис, а что готовится? Ну вот, если у нас сейчас основной тренд, линия пропагандистская, что, ребята, надо потерпеть. Чего? Мы сможем и год, и два, и три. Вообще надо готовиться к десятилетней войне. Типа, нормально все, давайте. Ну вот такие горизонты, да, уже нам пытаются открывать эти горизонты, мол, смотрите, война будет еще очень долго. То, собственно, и вот эту перемену власти никто не заметит. Смотрите, внутриполитический трек будет ужесточаться. Это понятно, и если вы обратили внимание, законопроект сейчас находится на рассмотрении парламента о фактической отмене банковской тайны. То есть даже такие анонимные вещи, как банковская ячейка, то есть там практически все уже будет открыто. То есть власть будет иметь доступ к информации о всех ресурсах, которые находятся у граждан Украины. И не граждан, которые там хранят деньги в сберегательных кассах Украины. То есть это еще один способ ужесточения контроля. И в случае того, что если будет появляться какая-то третья сила, то есть она должна кем-то финансироваться. И, соответственно, нужно понимать, кто сможет эту силу финансировать, чтобы вовремя пресечь и, скажем так, изъять. Какой, как бы вы считали, будь вы на месте власти, какой бы следующий вы шаг сделали? Ну, так его уже делают. Санкции вводят кому на кого не попадя, и паспортов даже лишают. Да, это один из шагов, которые делают, но следующий шаг по логике будет для украинской власти на внутреннеполитическом треке. Это принятие закона об иноагентах в той или иной форме.
кто против чего кричали, возмущались, там, потому что сужается материальная база очень сильно, сужается окно возможностей, и, соответственно, главный враг – это не мифические там какие-то протестные силы, это не, скажем, религиозная повестка, то есть это не, скажем, то, что люди могут там объединиться и высказать свои какие-то протестные настроения. Нет, настолько сейчас как бы власть монополизирована и настолько она закрепилась, что фактически эти процессы невозможны. Имея полный контроль над СМИ, имея плохо образованное население, которое в течение 10 лет отучали просто думать, никто этого делать не будет. То есть мы, по большому счету, отказались не только от своих личностных, индивидуальных прав, не только от своих культурных прав, не только от религиозных прав, там, языковых там прав. Это, то есть, это уже как бы прошлый этап. Самое страшное, что мы отказались от своих политических прав. Перестали быть политической нацией. Это вот большая проблема. А остались главным врагом, это как раз вот эти вот те, с которыми не объединялись. Это соросята, которые полностью поддерживали власть, которые полностью с ними шли в одном контексте и ссорились только там за какие-то конкретные ништяки. На сегодняшний момент это единственная сила, которая консолидирована, которая имеет определенное целеполагание. И, скажем, сервер, который находится тоже не в Украине. И достать этот сервер, получить к нему доступ они не могут, потому что он находится за пределами Украины. Вот это для них их главный враг. И для того, чтобы этого врага, скажем, поставить на место, победить, там, подчинить опять, для этого нужно будет принять закон об иноагентах. Как они его назовут, я не знаю, какой очередной фортель они исполнят в СМИ подконтрольных им. Но я думаю, что это как минимум логический шаг с их стороны для того, чтобы полностью консолидировать в этот раз, приватизировать власть над государством и обществом в стране. Слушайте, интересно, но так и как это будет накладываться на политическую повестку патриотизма? Ну, потому что там же куда ни плюнь, везде патриоты. Патриоты внутри страны будут сжирать друг друга. Ну, кто вообще был раньше самый главный патриот Украины? Соросята. Ну, до соросят у нас еще был Петр Алексеевич Порошенко, наш 5-й президент. Из вышиванки не вылазит даже в ванны. И, скажем так, человек, который пытался приватизировать вот этот сегмент украинской политики. В принципе, как бы во время своего президентства ему достаточно успешно удавалось. И что мы имеем? Порошенко имеет уголовное преследование, санкции за антигосударственную, антиукраинскую деятельность, статью за измену родине. Так что, я вам скажу, примеров достаточно, как политика, информационная политика в Украине может меняться на 180 градусов, а потом и на 360, и вы не вспомните, что это уже было, но когда-то перед тем, когда было что-то другое. То есть это вопросы уже в той ситуации, в том виде, в котором сейчас существует украинское общество, повернуть повестку на 180 градусов, это вот так. Пару барабервоинов выступит о том, что мы все-таки за национальное государство, пару заказных националистов скажут о том, что там доколе мы будем оглядываться. Видите, какая Америка? Мы к ним со всей душой воюем тут за них, грудью ложимся. А они взяли и какого вытворили. Ни денег не дают, ни оружия. Соответственно, это уже не наши друзья. Мы национальное государство. Мы тысячелетняя Русь, Украина, которой только пам'ятає чужинець, тут господар украинец. Вот и все. Вот очень легко. Вот так вот делается переход к новому идеологическому состоянию. Помните, как у Оруэлла было, когда Океания никогда не воевала с Астазией. Когда выступал, клеймил Астазию, подошел человек на ухо, сказал 2 слова, и оратор, не меняя интонации, продолжил то же самое в отношении другой страны, Евразии. И сказал о том, что Океания никогда не воевала с Астазией. То есть это и в истории человечества много раз происходило. В Украине вообще сейчас благодатная почва для того, чтобы
производить эксперименты над собственным населением. Очень легко это все будет. Получается, что если так вот действительно взять и под этим углом посмотреть на ситуацию, Зеленский, ну тоже, подождите, парадокс какой-то получается. Вроде как, да, вот там Россия, Беларусь, да, вот если взять в этом контексте. Ну, там 25 лет, да, там по 25, по 30 лет руководит один и тот же человек, да. Зеленский, получается, хочет стать таким же. Но так изначально было видно, под кого косит Владимир Александрович. И что для него кумир. Он его копирует, как плохая копия, но тем не менее пытается выстроить именно так. Он видит, что это эффективно. Когда Московское царство формировалось еще, то есть они действительно поначалу были наследниками Руси. Оттуда шли все традиции. А потом, когда они увидели, какой объем власти сосредоточен в Золотой Орде, каким образом там выстроена вертикаль, то, естественно, они взяли эти практики и себе. Точно так же и Владимир Александрович, увидев, каким образом работает вертикаль, насколько она приносит больше возможностей, соответственно, ее и пытается копировать. Не получается, потому что объема не хватает, ума не хватает, то есть, скажем, идеологии не хватает, ее просто нет. Идеология жить за чужой счет, выполнять чужие указания, брать чужие деньги, воевать чужим оружием и при этом оставаться суверенным также не бывает. Мир, скажем так, состоит не из розовых пони. Но фронт-то движется в одном направлении. Понимаете, тут же очень много вопросов люди задают. Это все, конечно, хорошо, но у людей уже по разным уголкам страны они там записывают, не сдерживаются блоги о том, что там, смотрите, женщины уже там бетон месят, одна дама за рулем возмущалась, другие женщины вступаются за мужиков, там, дерутся с полицией, там, с военкомами, да, там как-то пытаются противостоять. То есть ведь это бурление, оно такими очагами вспыхивает совершенно в разных сторонах страны. И получается, что страну, ну, вот эти, скажем так, вот эта бусификация и вот этот режим, он тоже как-то парадоксально объединяет. В военное время режиму всегда нужен враг. А желательно, кроме внешнего врага, иметь и внутреннего. Надо их ассоциировать между собой, что внутренний враг служит внешнему. И очень легко в этой ситуации продвигать свою повестку. Здесь может быть только в чем парадокс? Парадокс в том, что разделительные вещи объединяют. Но объединяют в каком плане? Объединяют в ненависть. Чувство разрушительное, которое очень плохой клей для государства, для общества. И это временная мера. В конце концов, закончится это еще и большим раздраем в стране, еще большим конфликтом. Потому что, наступая на общие интересы людей, то есть не давая людям возможности цивилизованным образом отстаивать свои мысли, свои идеи, свой менталитет, свой образ жизни, ты фактически загоняешь их на чужое поле, где люди чувствуют себя некомфортно. И подчиняются они до того момента, пока ты эффективно можешь этим процессом управлять. А поскольку, как вы правильно сказали, фронт движется в одном направлении, и внешний трек полностью провален, то люди начинают чувствовать слабость власти. Что такое ощущение слабости власти? Это когда ее непогрешимость поддается сомнению. А соответственно, если поддается сомнению, то возможно альтернативное мнение. Альтернативное мнение – это всегда путь к сносу власти. И поэтому те процессы, которые сейчас происходят, они объективны. И внешние предпосылки для этого созданы, и очаги сопротивления будут возникать. Просто еще не пришел тот момент, когда наступит час Ч. Но это уже, скажем, обратный отчет уже включен. Как вы не
раскачиваете маятник гироскопа, все равно в определенный момент он все равно займет свое стабильное положение. Денис, сегодня такая история произошла. Подорвали военного. Ну, он в Одессе заходил, садился, и произошел взрыв. По обилию новостей, причем там, со стороны территорий неподконтрольных, со стороны и России, и в Украине, то есть поджигают машины. Но тут очень интересная такая специфика. Вот она чем-то напоминает удары геранями по ТЦК в Полтаве. Когда несколько гераний прилетело в одну точку, и это было всем ясно, что это не просто там куда-то кто-то залетел, да, там, и это четко били по ТЦК. Там 4, по-моему, военных, 2 ТЦКшников погибло. И вот ситуация в Одессе сегодня с подрывом авто. Самое интересное, что произошел взрыв. Местные паблики начали писать, типа, не беспокойтесь, это не обстрел. Мол, это как бы успокаивали местные паблики, а люди в комментариях писали, ничего себе, успокойтесь, начали возмущаться. Повылетали окна в соседних домах. Там, в общем, это все показано, это все демонстрируют. Но тут очень интересно, что мнения разделились в соцсетях у людей. Значит, если это военный, то это как бы вот сочувствие вызывает. Если это ТЦКшник, то сочувствие не вызывает. Причем сразу вспомнили о поджоге автомобиля. Там есть одна медикиня, да, то есть представительница медицинского персонала ВСУ. Там у нее сгорел автомобиль. И, в общем, в этом автомобиле Starlink сгорел, какие-то медпрепараты, то есть что-то для фронта. И все как бы вот смотрите, как плохо, как плохо. А другие пишут, что погодите, в этот автомобиль недавно запаковывали кого-то. То есть мы видим, если так срез посмотреть, реакции там одесситов в этих местных каналах, местных чатах, то мы видим четкое разделение между ТЦК и военными. Но его не происходит. Вряд ли произойдет. И о чем говорят нам вот эти, условно, действия? Ведь, казалось, был период, по-моему, пару месяцев назад, что уже пытаются размежевать, каким-то образом, да, отделить. Это ТЦКшник, типа, может, даже бывший военный, типа, даже герой, там, получивший контузию, ранение. А это вот представители вооруженных сил. Они сами между собой друг друга как бы так дистанцируют друг друга, но власть этого не делает. Что мы видим в этом направлении? Куда движемся? Потому что то, что вот происходит после Полтавы, после Одессы, в общественном мнении, говорит о том, что рано или поздно военных и ТЦКшников разведут. Это классическое двоемыслие. Людям легче укусить палку, которая их ударила, чем того, кто эту палку держит. Понимаете? Я думаю, что власть обязательно придет к тому, что размежует. Потому что необходимо сливать негатив через носик чайника пар выпустить. То есть двоемыслие состоит в том, что и то неотделимые части ВСУ, неотделимые части системы. И ТЦК так действует как от рядового состава до начальников, действуют так не потому, что они сами себе зверь, они сами по себе такую избрали тактику, потому что эта тактика полностью соответствует государственной политике. И необходимо для того, чтобы этот гнев, который на сегодняшний момент в отношении существует, необходимо будет выпустить пар. Выпустят пар путем их реорганизации. Это тоже, я думаю, и вы видели, что в СМИ уже звучат идеи о том, что реорганизовать ТЦК. Дадут другое название, назначат других людей. Но по сути это ничего не меняет. Люди сами себе боятся признаться в том, что они, фактически выступая против ТЦК, выступают против государственной политики. А ВСУ это тоже часть государственной политики. И людям страшно просто сказать себе, что я это не поддерживаю. Потому что тогда придется не поддерживать много чего не поддерживать страшно. Тут тебе сразу скажут, не поддерживаешь это, значит поддерживаешь противника, значит Россию поддерживаешь.
Наверное. То есть себе самому, гражданину, придется отвечать на очень многие вопросы. Себе самому, перед зеркалом. А это, скажем, процесс некомфортный. Когда человек чувствует себя наедине с собой некомфортно, конечно, это ведет к психологическим срывам, и это никак не делает его позицию стойкой, консолидированной, понятной самому себе. То есть это уже внутренний конфликт у людей. Вот люди находятся в таком постоянном психическом надломе, в таком диссонансе. Они боятся сами себе признаться, что они выступают против государственной политики. Потому что тогда кто выступает против нынешней государственной политики, тот агент Кремля. То есть тот, условно, Вася, который сидит в вышиванке, пьет горилку и славит ВСУ, фактически он агент Кремля. И, конечно, это людям больно через это пройти. То есть через осознание, через понимание, через анализ, через критическое мышление. То, что в Украине вот уничтожалось последние 10 лет системы. Ну, так понимаете, то, что обои-рябои, это понятно, это единая система, это тоже ясно. Вот ну, там в очередной раз выходит нардеп Анна Скороход и говорит о том, что финансовые махинации, начисляются боевые фронтовые 100 тысяч на человека, который там в тылу, потом он их снимает, делает перевод или там отдает командиру, и видя эту всю несправедливость вместе с поборами, вместе с тем, что солдаты, чтобы не идти на передовую, строят дома, там, ну вот этим занимаются, да, скажем, ну таким. Вроде как уже забыли это все, да, когда солдатики там дачи строили генералам. Не, это все на месте сейчас тоже продолжается. То есть в самом ВСУ, в общем, ладу никто не дает и не разбирает, потому что если ты, получается, говоришь об этих проблемах в ВСУ, ты подрываешь моральный дух, авторитет армии, соответственно, агент Кремля. Ну, вы же видели законопроект «Слух народа» о том, что запретить преследование, амнистия на военных закупках. То есть, ну, о чем это говорит? Ну, это фактически каминг-аут, признание того, что это системная государственная политика по краже на военных ресурсах в воюющей стране. И за это амнистия, то есть, ну, в любом другом обществе, которое бы имело основание считать себя цивилизованным, демократическим, правовым, это уже вызвало бы внутренний протест. А здесь ничего, ну, посмеялись, это все так, как бы, так и должно быть, ну, это же Украина. Угу. Ну, еще один такой острый эпизод был. Вчера вечером, ну, это бывший нардеп Мосейчук опубликовал, это правда, то есть действительно рассылаются руководителям разного рода чиновников открытым, не секретным образом на электронку письмо о том, что, мол, давайте-ка, родненькие, готовиться как бы идти на Запад. Ну, эвакуировать имеется в виду отдельные там администрации, там районные, областные, там, городские, ну, туда, к переезду, в общем. И вроде как за подписью Шмыгаля он всем это разослал, что все должны просчитывать планы эвакуации, потому что с востока как бы идет движение фронта, и поэтому все туда, все на Запад. Конечно, это все там грубый фейк, нашли орфографические ошибки, нашли там еще какие-то ошибки. Но если так подумать, и понятно, да, вот всех обвинили, что это россияне и ПСО, в общем, рассылают это вот для того, чтобы дестабилизировать. Но по большому счету, вот мы начинали там с обстрелов столицы, в том числе. Ведь так вот, если разобраться, ну вот опять, наверное, и ПСО. Конечно же, да, как еще можно по-другому судить, но россияне заявляют, что они в момент вот этой прошлой большой атаки, в том числе, там, разбили батарею патриотов. Ну, под Борисполем, там горело. Сначала шахеды, а потом, когда, собственно, да, много шахедов вынесли, там, истощили ПВО, нанесли удар там кинжалами. И, в общем, минус Патриот. Соответственно, все прекрасно понимают, и военные эксперты, и все те, которые там без идеологии, они просто считают количество целей, количество пораженных, и ситуацию плюс-минус на земле видят, что Киев перестает быть защищенным. Я почему-то думаю, что там перевоз или переезд там условной столицы даже без статуса, а просто там министерству, ведомству, Кабмина,
парламента куда-то во Львов, если так будет продолжаться, то это как бы дело времени. А этой ситуацией с российскими фейками, возможно, я не берусь, возможно, и липовыми вот этими за подписью Шмыгаля разосланными документами, просто снимают температуру. Или как вот из 1000 шахедов, понимаете? То есть вам же говорили, будет 1000 шахедов. Видите, значит, власть вас готовила. А что ж вы не готовились? Давайте, терпите дальше. То есть, в принципе, по такому же принципу состоится и переезд, условно, из Киева или там, из других городов, районов, там, с того же Харькова, куда-нибудь подальше. И это будет восприниматься нормально. Что думаете по этому поводу? Действительно будет такое кочевничество туда, на запад? Ну, это действительно классическое окно Овертона, когда людей потихоньку готовят к тому, что раньше казалось абсолютно неприемлемым. Я вам скажу, что Львов, столица Украины, фактически де-факто уже был. Когда в начале полномасштабного вторжения практически все государственные органы во Львов и переехали. То есть это на дееспособность государства место никак не влияет. В сакральном смысле это как бы так, здесь очень полно символизма. То есть какая идеология превалирует в государстве, там должен быть его центр, там должно быть его молельня. То есть поскольку у нас сейчас идеология общеукраинская свелась до идеологии Галиции, то фактически там должна быть столица, там и должно быть сакральное место. И то, что в конце концов так произойдет, у меня больших сомнений нет. Будет это при помощи писем, чего другого, это просто произойдет, как произошло в начале войны. Взяли все министерства, Верховный суд и, скажем, все ключевые институции взяли и переехали. Без лишнего пафоса, без писем, без ничего. Просто взяли, сорвались и на следующий день утром уже вышли на работу. Символизм во всем. Ну, понимаете, в чем вопрос? И это такую точку, чтобы поставить в нашем разговоре, Денис. Вот смотрите, в принципе, я с вами согласен, так и будет. Да. Спокойно возьмут, соберут манатки и переедут. Или сначала там будут и там, там. Это все равно все уже работает. То есть имеется в виду там коллы, зум-встречи, ну вот эти все по видеосвязи. Но почему переезд во Львов, столицы, может не де юре, но де факто, капитуляция не воспринимается, а, собственно, договориться с россиянами о каких-то условиях прекращения огня или там войны далее, капитуляция будет восприниматься? На самом деле, как ты ситуацию обыграешь в информационном плане, так это и будет называться. Вы помните, чем чуть не закончился переезд во Львов, то есть Стамбульскими соглашениями. То есть договоренности, да, с позиции слабого, с уступками, там по носу получили, но тем не менее это привело к каким-то соглашениям. Сейчас будут просто более жесткие условия, более существенные потери там, человеческого капитала, безусловно, там, территорий, промышленного потенциала. Но тот же самый смысл. Переезд в точку, скажем, идеологического сопротивления последующими мирными соглашениями. Все очень логично. Денис Неведомский был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр. Всего доброго, друзья. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.